Друзья, всех приветствую, Genius на связи. Сегодня в обзоре рассмотрим еще один хороший нейтральный ЦАП от компании Tempotec. Модель ЦАПа Sonata HD5. Поставляется сам ЦАП в такой черной коробочке небольшого размера с изображением самого устройства на лицевой части. Сзади указан веб-сайт и все контактные данные для связи с производителем. И некоторые его технические характеристики. Он получил сдвоенный ЦАП ESS Sabra 9219, поддержку DSD 256, MQA. Его выходная мощность составляет 95 мВт на 32 Ома. ЦАП без проблем работает и определяется на Windows, macOS, Android и iOS. И если вам нужен ASIO драйвер, вы можете без проблем установить его, скачав с официального сайта компании Tempotec. Ну а теперь давайте посмотрим, что входит в комплектацию подробнее. Открыв коробку, нас дружелюбно встречает сам ЦАП, который надежно здесь зафиксирован. Он имеет довольно привлекательный корпус из алюминиевого сплава с зеркальной полировкой синего цвета, а его стеклянные панели черного цвета слегка утоплены. В центре имеется логотип компании Tempotec, под которым находится светодиод, который меняет цвета в зависимости от проигрываемого формата и режима работы ЦАПа. Красный значит, что ЦАП подключен, но ничего не проигрывает. Зеленый PCM, синий DSD и фиолетовый, соответственно, MQA. А здесь написано название бренда Tempotec рядом с разъемом microUSB. Что на самом деле сейчас мне кажется странным решением. Ну а на задней части самого устройства, здесь по горизонтали читается белый текст Sonata HD5, High Quality USB DAC HPA, DSD, MQA, DXD и ASIO. Сразу стоит сказать, что данный ЦАП получил аудиовыход на 3.5. Имейте это в виду. Ну а что касаемо комплектных кабелей, то выполнены они довольно качественно. У меня не было никаких проблем при их использовании. Первый кабель это micro USB на Type-C. Вот так он выглядит. Такой четырехжильный, коричневого темного цвета. А второй кабель имеет micro USB, но уже получил Lightning разъем для подключения к iOS устройствам. Надеюсь, все как можно больше производителей будет класть подобные кабеля и не забывать про владельцев iOS устройств. Ну и как всегда, производитель Tempotec позаботился о переходнике с Type-C на USB-A для подключения к компьютеру или ноутбуку. Ну и, конечно же, нам положили наклейку HRS, 2 стекла и салфетку. Можно приклеить все это для защиты устройства. Дизайн у ЦАПа, на мой взгляд, получился очень хорошим. Возможно, даже одним из лучших среди всех ЦАПов компании. Он действительно привлекающий и выделяющийся среди других устройств, несмотря на то, что он хорошо собирает отпечатки. Ну а теперь, друзья, поговорим о самом главном, а именно о звучании этого небольшого ЦАПика. Стоит отметить сразу, что я довольно большой фанат устройств, использующих ЦАПы от ESS. У данного устройства сразу заметна характерная чистота звучания Sabra, которая полностью раскрывается со всеми его достоинствами. Данный ЦАП имеет такой больше нейтральный, местами слегка яркий профиль, чем-то напоминающий ЦАП Juno DTS 500, но более теплый и приятный. Лично мне он показался более зрелым по своему звучанию за счет своего уклона в аналитичность, которая особенно подтверждается в сочетании с более детальными наушниками. Нижний диапазон у данного ЦАПа отличился отличным контролем на низких частотах. Мне нравится этот характер, проявляющийся в басах. Очень хорошая атака, массивность и проработка в совокупности с легкими затуханиями в большинстве музыкальных композиций действительно выделяет этот ЦАП в данном ценовом сегменте. Что касаемо средних частот, то здесь HD5 демонстрирует отличную проработку этого диапазона с хорошим разрешением и детализацией. Вокал звучит очень объемно, весомо и насыщенно, обеспечивая естественную нейтральность средних частот с превосходным балансом и удержанием музыкальной и аналитической стороны.
Что мне также нравится, что ударные, находящиеся ближе к верхней середине, очень хорошо подчеркнуты, но не стараются выдвинуться вперед вокала и не берут на себя много внимания. Но при этом вы по-прежнему без проблем отчетливо слышите их. Но высокие частоты опять же имеют более такой яркий, слегка приукрашенный тембр. При этом сохраняется хорошая четкость и детализация. На тарелках заметен более выраженный, подчеркнутый блеск, но при этом в целом они звучат отлично, не теряют свою натуральность. Чем-то напоминает ЦАП Sonata E44. Там звучание на этом диапазоне было очень похоже, я его как раз сравнивал на днях. Ну а что касаемо звуковой сцены, то она здесь хорошо строится в глубину, создавая такой хороший 3D-эффект. И общее изображение, ее представление, которое вы получаете с этим ЦАПом, находится по-прежнему на высоком уровне. Ну а теперь мы подошли к выводу, друзья. Tempotec Sonata HD5 по-прежнему очень хорошо настроенный ЦАП, который отлично показывает себя со многими не очень тяжелыми наушниками. Он продолжает наследие ЦАПа Sonata HD Pro. Я думаю, большинство из вас знает, про что я говорю. У него и в целом прослеживается довольно хорошо знакомый звуковой почерк, такой нейтрально яркий. Определенно стоит сказать, что сочетание этого ЦАПа изначально с яркими наушниками может привести к тому, что верхний диапазон покажется слишком уж четким и очень аналитичным. А вот если использовать его уже с нейтрально звучащими наушниками, то вы получите хороший баланс звучания, который я считаю отличным в большинстве случаев. Ну а ссылка на покупку этого ЦАПа находится в описании под видео и в закрепленном комментарии. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.